эфир у нас новый появляется спустя месяц, но сразу скажу, что новостей не так уж прям много, чтобы прям проводить такой эфир, но если просят раз в месяц, требуют, поэтому давайте будем делать раз в месяц. Сейчас вот у меня трансляция тоже запускается. Вы мне, пожалуйста, обратную связь дайте по картинке, по звуку. Вот. Ну, а я пока посмотрю ваши сообщения. Так. Я вижу, Вьетнам нас смотрит. Хай. Пока не начали, пусть связь нормальную наладят. Всем привет. Ветер, город. Тобе Ричмонд. Окей. Инвестируй, богатей. Денис, привет. Ну что, ребят, привет. Значит, что у нас сегодня на поездке? Ну, новости, которые у нас, начиная с 1 августа и до сегодняшнего дня произошли. А кому интересно поподробнее, то есть я сейчас озвучу все эти новости, которые у нас прошли, а кому интересно поподробнее, то вы тогда, пожалуйста, комментарии пишите и поговорим на ту или иную тему. Так, ну мы побывали на выставке в Уганде. Такой опыт участия в выставке на африканском континенте, он для нас достаточно новый. У нас были и в Кении выставки, и в Уганде. Вот. Но нельзя сказать, что это совсем было бесполезно. Вот у нас сейчас завязывается хороший контакт с Ганой. Значит, проявляет там девелоперская компания интерес. Мы на некой территории поставили концепцию наше здание. Вот. Эта концепция сейчас делает такую работу, как ознакомление с проектом местных властей. Вот. Ну и есть у них там новое строительство, аэропорт, и рядом с ним также разрабатывается большая концепция самой африканской компании, но мы говорим, что, ребят, давайте не делайте так, как делали 40 лет назад или 50 лет назад, используйте наши технологии, наши предложения. Вот. И на эту тему мы должны получить, будем сейчас от них видео с дрона участка. Также для того, чтобы мы подготовили визуализации, как обычно, любой проект начинается просто с картинки. Ну а там они уже пусть согласовывают, думают, узнают, выясняют подробности, приглашают нас в гости, приезжают к нам и будем обсуждать. Так, еще вот на территории Бахрейна мы сделали концепцию, вы все о ней слышали, значит, концепция ледовой арены. У нас есть очень хороший контакт с президентом Федерации хоккея в Бахрейне. Вот, на самом деле хоккей в Бахрейне это очень популярная вещь, люди любят это дело. Вот, и по договоренности с ними мы подготовили такую концепцию, и набирает она большую популярность на самой территории Бахрейна. Мы публиковали новости о том, что тот или иной сайт, тот или иной новостной портал делает публикации на эту тему, и откликов, комментариев позитивных намного больше, что редкость в настоящее время в социальных сетях. Ну что, ребят, также я поздравляю инвесторов проекта «Город». Мы получили патент в Мексике на транспортно-логистическую систему города. Ну что это означает, ребят? Скорее всего, это означает то, что на территории Мексики о проекте «Город» человек, может быть, 50 слышали, да? А инвесторами этого проекта из Мексики являются, может быть, человек 20-25. Но давайте не будем забывать, что патент у нас действует по транспортно-логистической системе до 2037 года. А в мире до этого момента произойдут очень большие изменения. Вот. Наверное, их будет даже больше, чем за ближайшие 10 лет. Изменений будет даже больше, чем за последние 40 или даже 50. И я имею в виду именно развитие науки и техники.
Вот. Кстати, знаете, бытует такое мнение, что уже все изобрели, уже все придумали. На самом деле ничего подобного. Чем больше предметов вокруг нас, тем больше шансов и возможностей предложить что-то новое. Поэтому изменения будут у нас значительные, и самые невероятные вещи, которые сегодня кажутся невозможными, они найдут свое применение, их придумают и их предложат. Поэтому, да, сегодня в Мексике почти о нас никто не знает, но времени у нас предостаточно, и стоит лишь в одном месте реализовать нашу транспортно-логистическую систему, пусть это будет 5 или 6 гектар, один шестиугольник, но вот как только он реализуется, о нем очень многие сразу узнают, поймут, его захотят. А когда они его захотят, то они выяснят, что прежде чем воспользоваться этой технологией, нужно сначала договориться с правообладателем. Вот. А правообладатель – это наша компания, а вы являетесь инвесторами этой компании. Ну и, конечно же, я как создатель этого проекта буду действовать в первую очередь в интересах наших инвесторов, в вопросах и договоренностях. Поэтому да, патент есть, о проекте никто не знает, но в какой-то момент, ребят, я вас уверяю, к нему будет проявлен очень большой интерес, когда вот появится только лишь первый. А когда он появится, мы об этом тоже, конечно, поговорим. И если эта тема особо интересная, то вы, пожалуйста, пишите также в комментариях. Да, и вот смотрите, была такая национальная премия в области экологичных технологий, Экотех-лидер. Вот, мы получили там награду. И, кстати говоря, проект «Город», он более высокую награду получил, чем проект «Ветер». И наш архитектор Руслан, например, да, вот его проект «Город» тоже больше, ну не то чтобы впечатляет, а он понимает, что он даже больше способен принести изменения в нашу жизнь, принести даже больше пользы, чем здание, которое может вырабатывать электрическую энергию из ветра, но сразу это для людей не очевидно. Вот, не очевидно. В общем, я думаю, через некоторое время очень будет интересно пересматривать вот такие эфиры, когда нас еще никто не знает, мы еще так вот скромненько, но уверенно движемся вперед. Вот. Так, ну что, у нас также были зумы, зум с нашими инвесторами. Все желающие могли принять участие, они у нас будут также повторяться, где мы глаза в глаза можем поговорить с нашими инвесторами, где можно задавать любые вопросы. Но здесь, конечно же, тоже можно их задавать, эти самые вопросы, и нужно. Вот. Самые острые вопросы, ребят, это даже интересно обсудить, поэтому, пожалуйста, давайте эти вопросы. Так, ну что, мы также представили наш проект на выставке в Индонезии. Ну, в Индонезии, конечно, тоже не так много людей знает о нашем проекте, но наш офис уже посетила делегация инвестиционного агентства, индонезийского инвестиционного агентства. Причем они даже дважды нанесли визит, один визит меня здесь не было, в связи с тем, что я находился на форуме во Владивостоке. Вот, я не находился в офисе, но они, тем не менее, нашли время и желание посетить наш офис. И второй раз это было буквально 3 дня назад. Новость об этом мы также сделаем. О чем мы договорились? Ну, подписать мы пока тоже ничего не подписывали, мы пока просто познакомились с тем, что у нас есть. Вот, я напомню, у нас есть представитель в Индонезии, это наш инвестор активный. Вот, он на территории Индонезии на этой выставке нас, собственно, и представлял. И, ну, уже как минимум мы договорились, что вот это вот инвестиционное агентство, это государственная организация, что они ему там,
внутри страны готовы оказывать содействие в том, чтобы такие проекты появлялись на их территории. И это только лишь первое с ними знакомство прошло, вот это было буквально 3 дня назад. Так, ну что, у нас тут еще была конференция Zoom. Так, ну что, у нас еще, ребят, состоялась выставка в Южной Корее. Также наш проект представлял гражданин Южной Кореи, который хорошо знает наш проект, уже более 2,5 лет. Мы передали ему все необходимое оборудование, это макет здания, растяжка, информационная растяжка. Вот. Ну и он на территории Кореи также знакомит компетентные компании с нашей технологией. Пока приглашений, пожеланий и так далее, пока не получали мы, но работа ведется на территории Южной Кореи. Да, ну вот ранее мы говорили о Бахрейне, о концепции ледовой арены с нашим зданием. Ну, здание там не жилое, оно лишь только обеспечивает энергией этот комплекс, должно обеспечить этот комплекс. Ну, еще небольшой секрет вам открою, то есть там у нас не только ветроэлектростанция в этом здании, есть еще там одна интересная технология, она также наша, и мы ее официально представим на выставке VETEX, это будет Дубай, с 12 по 15 ноября, куда я приглашаю всех желающих. Это самая крупная выставка на территории стран Персидского залива. Она относится к возобновляемым источникам энергии, к вопросам хранения энергии и все, что связано с энергией. И там мы представим еще одну интересную вещь. Вот. Я думаю, что когда мы будем запускать прототип, у нас там будет уже рабочий стоять. Когда мы его будем запускать, я думаю, что люди будут аплодировать. Я вот нисколько в этом не сомневаюсь. Во всяком случае, прототип мы уже подготовили, ну, пока в черновом варианте. И те люди, кто его видел, кто с ним знакомился, они очень и очень впечатлены. Так, ну что, ребят, в Европейском патентном ведомстве продолжается оформление по проекту «Ветер» патентных наших прав. Ага. Также мы опубликовали в чате новости, по-моему, новости, да, там, где у нас 4000 с лишним, 4700, может быть, даже, да, пользователей, календарь выставок. То есть там эта ссылка должна находиться в закрепе. Вы можете зайти на нее, там Google календарь, там есть выставки, с которыми мы уже договорились или почти договорились о том, что мы будем участвовать выставки. Поэтому каждый может в любой момент сориентироваться. Может быть, кто-то будет находиться в этой локации или где-то рядом, и также посетить нашу выставку и поговорить. Ну и вот, ребят, мы долго говорили об Индии, стране, где живет более миллиарда, 350 миллионов человек. И здесь мы получили патент по проекту «Транспорт-логистическая система». Вот. Получили мы все-таки его, долго мы его ждали, но мы это самое сделали, да. Напомню, до 2037 года, до 2036 года этот патент у нас будет действовать. Ну, а Индия – это та страна, которая, без такой технологии, я считаю, что очень трудно ей будет конкурировать с другими странами. Вот в прямом смысле транспортно-логистическая система города, она может влиять на стоимость товаров, которая даже будет производиться вот в этом районе или в этом городе. То есть давайте вспомним книгу «DAO Toyota», когда
я не помню какой год, ну, наверное, 82-й, 85-й год, когда Toyota решила отказаться от складов деталей для своих автомобилей. И менеджмент Крайслера, когда посещал этот завод, они крутили пальцем у виска и говорили о том, что ну, без склада производство существовать не может. Почему? Потому что автомобиль состоит из тысячи деталей. И если одна деталь или несколько деталей вовремя не поступят на этот самый конвейер, то тогда конвейер остановится. А если он остановится, при этом зарплата сотрудникам она будет продолжать идти, то компания может просто-напросто обанкротиться после нескольких таких остановок. Но Toyota настолько все хорошо продумала, что мы понимаем сейчас, что каждый третий автомобиль или четвертый в мире, наверное, это автомобиль Toyota. А почему? Потому что им удалось сделать дешевле и не хуже. Вот. Дешевле и не хуже. Основного количества марок автомобилей. Ну, а за счет чего им удалось? За счет сокращения издержек на производстве. В том числе и за счет того, что они избавились от этих самых складов. Так вот, ребят, транспортно-логистическая система города, она, ну, давайте попробуем, я не знаю, там, в каком-то городе, который просто заполонен автомобилями, где там пробки и узкие улицы, ну, построить какой-то большой завод, даже по производству тех же самых Toyota. Но он же не сможет существовать, потому что действительно комплектующие, они вовремя не смогут подойти. Потому что автомобили будут с этими комплектующими проставить где-то в пробках, да, и так далее. То есть этот завод, он зависит даже от той скорости, с какой движется транспорт, с грузами для этого завода, даже на расстоянии там 200, 300 или даже 500 километров от этого завода. Он попадает от этого в зависимость. Но современные реалии таковы, что большинство заводов уже практически отказались от складов. Да? То есть все повторили эту самую задумку Toyota. И это я все к тому, что, ну, как это, вот видите, когда новое что-то, вот, донести это не всегда просто, да? Ну, простым, если языком говорить. Поэтому вот все эти факторы движения человека, транспортных средств, предметов, товаров, все это играет конечную роль на стоимости продукции. Сегодня весь мир, то есть хорошо существует тот город, где есть рабочие места. Рабочие места есть, они прежде всего есть на успешных предприятиях. А успешные предприятия, они должны вокруг себя иметь успешную инфраструктуру в том числе. Так вот, транспортно-логистическая система города – это и есть та часть, необходимая для любого предприятия и для жителя города. То есть она затрагивает большой круг этих самых вопросов. Ну, давайте даже пример такой приведем. Вот построили завод Tesla где-то под Техасом, да, если я не ошибаюсь. Если посмотреть на логистику сотрудников, то как минимум 40 минут они тратят на поездку на работу. Затем они паркуются на парковке, где 15 тысяч автомобилей. То есть, я так понимаю, минут 15 им или 20 нужно, чтобы дойти до своего рабочего места. И вечером они делают то же самое. То есть они расходуют на это 2,5-3 часа. Ну, даже 2 часа расходуют. Это ненормально. Если бы вот на тот момент, если бы такой завод по производству тех же самых Tesla реализовать в транспортно-логистической системе города, то время, чтобы попасть на этот завод, ну, займет буквально там минуту-5 или 6. Понимаете? Согласитесь, разница значительная. При всем этом о существовании такого производства в этой самой транспортно-логистической системе тому, кому не надо, он даже и догадываться не будут. То есть, например, дети, они даже и знать не будут, что там какие-то производства есть, они никакого влияния негативного оказывать не будут. Но при этом они сократят большое количество времени. Поэтому, если человек будет выбирать, зарабатывать ему $1000 и ездить на предприятие на свое 2 часа тратить на дорогу, да, или зарабатывать даже ту же самую 1000 и на дорогу тратить 15-20 минут, ну, конечно же, очевидно, что выбор пойдет на то предприятие, куда проще будет добраться. Это одно из преимуществ будет, в том числе для самого такого предприятия.
Но те, кто у нас в офисе бывал, те, кто знаком с этим макетом, те, кто до конца поняли эту систему, то они со мной, конечно же, согласятся. Ну что, по итогам Бахрейна у нас в итоге состоялось, по-моему, 5 средств массовой информации. Вот, публиковали. И как мне сказал Максим, который живет в Бахрейне, вот, мы с ним на связи, он там живет уже порядка 7 лет, он сам хоккеист. Ну, уже каждый 10-й житель Бахрейна слышал о таком проекте, о том, что хотят построить, возвести ледовую арену, которая будет снабжать себя электрической энергией с помощью возобновляемых источников энергии. Ну и плюс ко всему она будет вот так вот выглядеть красиво. Ну, есть негативные какие-то, конечно, комментарии вот в этих новостных сайтах, но там люди почему-то думают, что это за счет бюджета государственного будет реализовываться, и поэтому они говорят, что у нас тут хватает проблем, мол, и другие бы проблемы нужно решать. Вот. Но они просто не знают, что это не будет касаться государственного бюджета. Вот. О том, что мы берем на себя значит, финансирование именно вот инфраструктуры, которая будет генерировать электрическую энергию, а все остальные расходы, там у них есть свой спонсор, остается только лишь согласовать. Согласовать с королем, с министерствами соответствующими и так далее. Но, в общем, вот без этой бюрократические волокиты, да, но никак не пройдешь, поэтому, но эта работа на самом деле сейчас ведется на полном серьезе. Ну и, кстати говоря, были у нас ребята из Израиля, вот, и они говорят, вот, давай настраивайся на Израиль, мы там сейчас быстро все вопросы решим. Я говорю, у нас вообще-то Дубай здесь на подходе уже вот-вот. И я на прошлом эфире говорил, что я уверен, что сейчас высокий гость уже вот-вот нас посетит. Ну, хочу сказать, что я ошибся, я это признаю, не посетил и уехал в традиционный отпуск на 1,5 месяца. То есть, ну, где-то возврат ожидаем где-то ноября, наверное, 10-го. 10-го вернется, значит, ну, там, ладно, вопросики 5-10 дней. Ребят, ну, это арабская культура. Те, кто с ними знаком, они поймут, что это нормально. У них это нормально. Договориться о встрече, а на встречу не прийти, потому что уехал на рыбалку. Мне пока трудновато к этому привыкнуть, но местные говорят, что это так было всегда, и это так всегда будет. Они так живут. Ничего с ними не поделаешь. Но, тем не менее, нам никто не сказал, что нам что-то неинтересно, ребят, там еще что-то. Нет, напротив, все интересно. Есть дорожная карта. По презентации проекта для компаний, которые поставляют электрическую энергию здесь, в Дубай, это компания Diva. То есть мы должны провести презентацию для нее. Затем, по плану высшего руководства, они должны посетить будут наш офис для знакомства с нашими прототипами. Затем они нам выдают рекомендательное письмо, с которым мы обращаемся в муниципалитет с предложением и просьбой, значит, выделить нам земельный участок в районе Солнечного парка на территории Дубая. Солнечный парк, если вы откроете Google, это, знакомитесь с ним, это 4 на 4 километра площадь, и вся она уставлена солнечными панелями. Вот, ее мощность составляет на сегодняшний день 1230 мегаватт, если я не ошибаюсь. 430 мегаватт они дополнительно сейчас строят. И цифра 1100 мегаватт еще планируется. Вот. 1100 мегаватт еще планируется. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что у них сейчас энергия есть, но они хотят добавки, двухкратной добавки по электрической энергии. Да? Дубай растет, Дубай потребляет очень много, брать ее фактически неоткуда. От солнечных панелей они не в восторге,
Почему? Потому что действительно солнца в Дубае много, оно здесь хорошее, но есть такие проблемы, когда конденсат, это обычно там 6-7 утра, влажность, вот. Затем поднимается с восходом солнца ветерок, вот. И песочек, эти солнечные панели немножко пылит, вот. А через пару часов, когда эта вода и песок высыхает, это все превращается в камень, и это нужно очищать. Очищать так, чтобы не царапать и так далее, и так далее. В общем, от солнечных панелей они не в восторге, но тем не менее они их применяют, они их используют. И, конечно, бы хотели какие-то источники более совершенные. Вот. Я считаю, что наш источник, он более совершенный. Если сейчас мы скажем, что иногда ветра не бывает, действительно ветра иногда не бывает, но солнце тоже ночью не светит. Вот. Ну и плюс я еще добавлю, что в ноябре мы сделаем презентацию того, чем мы дополним наш объект для генерации энергии. Вот. Но там вообще не ночь, день, ветер, роли играть не будет. Вот. Ну что, еще также мы приняли участие по Восточный экономический форум, это застройка острова Елены. Это участие было вызвано тем, что администрация президента рекомендовала наш проект к участию. Вот. Мы сначала просились, они не хотели нас брать. Вот. Мы сказали, ладно, не хотите, как хотите. Но потом начали писать письма, что нет, мы очень вас настойчиво приглашаем, обязательно, пожалуйста, приезжайте. Вот, бесплатно. Участие будет для вас бесплатным и так далее, и так далее. Вот. Ну, хорошо, мы согласились. Макет у нас был уже тогда практически готов по острову Елены. И оказалось, что мы там участвовали по рекомендации администрации президента. Это было для меня новостью. Так, ну что, ребят, перехожу к чтению вопросов. Да, вот очень интересные новости из Владивостока. Ну да, и о чем мы там, собственно, договорились. Значит, макет мы представили властям города Владивосток. Это мэр города, это зам мэра города. Сам макет был передан в мэрию города с той целью, чтобы познакомили губернатора. Проект, потому что не маленький, да, и требует участия крупного бизнеса. Поэтому мы концепцию им представили, макет передали. Если им это нравится, интересно, ну, пусть они там в своих кругах это дело рекламируют, и при необходимости мы всегда на связи. Ну, пока так, пока так. Ну, кроме всего прочего, если сказать, что вообще Владивосток – это город, в котором деловая инфраструктура практически отсутствует, и такой новый район, где и мог бы и бизнес расположиться, и жилье, да, и этот проект не загружает уже существующую инфраструктуру Владивостока, что тоже немаловажно, потому что Владивосток очень там плотное движение транспорта, старинный город, некоторые улицы, некоторые очень красивые, некоторые не очень красивые. Вот. Но в любом случае эту инфраструктуру загружать еще чем-либо, ну, точно нельзя. Поэтому это должно быть какой-то, ну, все равно должна быть локация для такого опережающего развития, поэтому мы локацию такую правильно подобрали, мы ее предложили, ну, в общем, будет у них интерес, мы на связи. Так, привет из Липецка, приветствую, Сергей. Так, на французском уже, да, вопросик. Когда начнет строительство во Вьетнаме? Ребят, ну, пока Вьетнам также на связь не выходит. Я не знаю, с чем это связано, но на вопрос к ним они отвечают, что работаем, согласовываем. Пока так. Поэтому по Вьетнаму даты пока нет.
Так, вот из Индии пишет Панкадж. Правильно я прочитал, да? Да, правильно. Панкадж Сингх. Мы верим в ветер, и город-лес, он меняет нашу жизнь. Да, ребят, он действительно имеет все шансы на то, чтобы улучшить качество жизни человека и взаимоотношения с экологией планеты. Тем более для Индии, я там еще пока не бывал, но я знаю о том, что там загазованность очень сильная, вот, и очень хаотичное движение и так далее. Поэтому, конечно, транспортно-логистическая система города, которая, кстати говоря, не рвет те связи, которые сложились, то есть дороги, они остаются, все постройки, они над землей, дороги оставляем, поэтому вот эти ручейки, которые там сложились, мы их не перекрываем. Вот. Но в то же время появляется новая, совершенно нового уровня территория, которую можно и нужно наполнить правильными вещами. Так, Татьяна пишет: доброго времени. Будет ли участвовать ваш проект в строительстве Дубайской жемчужины? Дубайская жемчужина, честно, я не знаю, что это за проект. Может быть, это идет речь о объекте Луна, 242 метра, который планируется в стволе пальмы. Ну нет, ребят, к нам этот проект отношения, мы к этому проекту никакого отношения не имеем. Я вообще, как бы, даже бы, если бы предложили иметь отношения, наверное, бы я даже не захотел и не заинтересовался. Почему? Ну, потому что, а что он, собственно, меняет? Ну да, объект красивый. Конечно, он будет красивый, но представляете, 242 метра в высоту, в диаметре, значит, шар, который будет, то есть, я так понимаю, он весь будет как плазменная панель. Там можно будет изображать то Солнце, то Луну, то хоть Марс, то хоть Венеру, да, хоть планету Земля, там какие-то анимации на нем. Но это, конечно, будет впечатляющий объект, безусловно. Туристов он будет притягивать, но, к сожалению, он на качество экологических отношений человека и планеты Земля, ну, влияния не окажет. Поэтому неинтересно. Так, Панкадж пишет: с какого момента мы получим дивиденды и прибыль? Самое что интересно, если раньше писали на разных языках, да, вопросы, а сейчас уже ребята через Google делают перевод. И, кстати, у нас спустя 5-6 дней обычно появляется перевод эфира на 14 языков, поэтому эти все вопросы и ответы, они доступны становятся всем. Так, ну прибыль мы можем получить лишь только с того момента, когда мы продадим нашу лицензию. Нашу лицензию на использование технологий. Когда мы продадим лицензию? Значит, продадим лицензию тогда, когда появится реальный объект. Когда появится реальный объект? Вот по Дубай я в это очень верю, хотя я говорил, что приедет высшее руководство это в августе, да, ошибся. Но я уверен, что, ребят, вот до конца ноября вот мы точно их увидим в нашем офисе. Да я уверен, что им просто деться некуда будет. Вот просто они приедут, и мы с ними договоримся о том, что они нам дадут земельный участок, и никто нам мешать не будет. Мы договоримся, чтобы нам никто не мешал. Мы покажем, конечно же, мы всю проектную документацию покажем по нашему объекту, убедим в том местный технический надзор в том, что мы никакой угрозы не представляем, что этот объект будет стоять, что он не упадет, все будет хорошо. Просто дайте нам участок, дайте нам немного времени, и мы покажем, как это работает. После этого вы сможете это использовать, но уже нужно будет платить за лицензию. Не менее 5% от стоимости объекта. И калькуляторы они в этот момент возьмут и поймут, что почему бы и нет, это выгодно. И в этот момент мы начнем продавать лицензии. Продавать лицензии, если мы продадим одну лицензию, продадим 2 лицензии, ребят, будьте уверены, и 200 продадим. А если продадим 200, будьте уверены, и 2000 продадим. Почему? Ну потому что лифт, ребят, сегодня используют очень и очень много зданий.
очень много зданий используют лифт. А как только он появился, мало кто верил в то, что кому-то такое устройство вообще понадобится. Ну, много было критики, типа, зачем вообще жить на третьем, на пятом, на седьмом, на десятом этаже. Ну да, может быть, я не против, если бы все жили в виллах или коттеджах, но если все население планеты расселить в одноэтажных зданиях, то ну, мы тогда процентов 30 планеты заасфальтировать придется, чтобы все могли ездить на автомобилях и такие расстояния преодолевать. Поэтому с тем количеством людей, которые сейчас имеем мы здесь, мы без многоэтажных зданий, которые занимают компактные, как правило, территории, ну никак обойтись не можем. Если мы без них обойтись не можем, ну давайте тогда сделаем их технологичными. Давайте тогда их сделаем, чтобы они не просто были с закрученными какими-то формами, да, там, кто-то там, знаете, с носиком, как у чайника на крыше, а какой-то с крышечкой, как у самовара. Вот. Давайте сделаем, чтобы они были технологичными. Пусть они снабжают себя электрической энергией с помощью ветра. Почему нет? Конечно же, да. Тем более, что это не так дорого, ребят, не так дорого. И до нашей эры ветер использовали для подачи воды на поля. 200, 300, 500 лет назад использовали для перемола зерен, да, в муку. 60 лет назад человек побывал в космосе. И это означает то, что эти технологии, они ну, намного сложнее, чем те, которые мы используем в здании. Намного сложнее. Поэтому современный мир, он нам позволяет, есть материалы, есть понимание, как это все сделать. Ничего сложного в этом нет. Поэтому нам нужно лишь добраться будет до первого объекта. Но кроме этого, конечно же, обеспечить себя защитой обязательно. Вот. Поэтому патентование – это номер один вопрос. Мы им занимаемся активно. Это у нас дело все продвигается. Вы это видите сами. Так. Олег Павловкин пишет. Вот, Олег, надо имя с большой буквы писать, и фамилию тоже, и название города тоже, Златоуст с большой. Так. Что происходит в Дубае? Начнется какое-либо строительство или планируется его построить? Панкадж опять. Вот какой активный, молодец, вот из Индии, да? Ну, про Дубай я рассказал. Я верю, что, ребят, давайте вот еще возьму на себя обязательство. Вот прям до конца августа обязательно нас должна будет посетить, значит, высокое руководство. Вот. Но если они этого не сделают до 30 августа, ну, тогда потом будут сами долго бегать за нами. Вот так вот. Я уверен на 90%, что это должно получиться. Я видел и вижу в их глазах интерес. Просто, ну, арабские вот такие традиции. Вот сегодня рыбалка, то есть, вернее, завтра вроде деловые встречи, ай, нет, поеду я на рыбалку. Ну, так они живут. Так, Виктор пишет. В том-то и дело, стоит только реализовать создание технологии ветер, это будет гораздо быстрее. Ну да, да, Виктор, ну сделаем мы это, делаем, обязательно сделаем, не сомневайтесь. Так, Александр Суконкин пишет, давно уже, кстати, не виделись, одним из ранних инвесторов проекта, да, было такое дело, и ни на секунду не усомнился в нашем проекте. Ну, спасибо, Саш, спасибо. Спасибо. Мы будем до победного. Только до конца. Только до результата. И ничто нас не остановит. Кстати, вот даже говорят, типа, а если что-то с тобой случится, Денис, тогда что будет со всем этим делом? Ребят, да если даже со мной что-то случится, все равно это дело, оно, понимаете, электричество. Это главный дефицит.
в большей части регионов сегодня на планете. И этот самый дефицит, он будет только расти. Поэтому да, со мной, наверное, будет побыстрее. Почему? Потому что, ну, активно провожу встречи, проводим выставки. Есть у нас инвесторы, есть у нас инвестиции. Кстати, не забывайте, пожалуйста, что у нас все инвестиции находятся под контролем наблюдательного комитета, который состоит из более чем 200 человек. Все они наши инвесторы, и любой желающий может стать членом этого наблюдательного комитета и видеть все поступающие денежные средства прямо секунда в секунду на сайт. То есть эта система абсолютно прозрачная, проверяемая, а каждый месяц мы предоставляем отчет по расходам наших денежных средств. Вот. Это нужно не забывать. Так. Пан Кац пишет. Я всегда волнуюсь, когда слышу ветер и город. Это жизнь для меня. Ну, ребят, ну такие комплименты, конечно. Давайте, пан Кач, пожалуйста, планируйте визит в ноябре. Вот, напишите нашу поддержку. Мы вам поможем организовать этот визит. Вот, посетите наш офис. Вот. И, наверное, волноваться не нужно будет. Ну, то есть волноваться, я понимаю, что в том смысле, что здесь что-то он ожидает, ожидания у него есть очень такие хорошие относительно наших проектов. Ну, в общем, подружимся, это нам не помешает. Волноваться не нужно. Так, значит, Шипелкин Алексей. Приветствую, Алексей, да. Спасибо. Вот, кстати, Алексей Шипелкин, он у нас ведущий, ведущий на открытии, мы его приглашали, а он был чем-то занят. Но он, тем не менее, полгода назад был у нас в офисе и взял интервью по нашим проектам. И это, кстати, один из первых один из первых наших инвесторов. Вот. А знакомы мы с ним очень и очень давно, ну, наверное, лет так уже 15. Пан Кач, я уважаю ваш тяжелый труд и выкладывается на все 100. То есть, ну вот, ребят, ну с такими мы друзьями вот точно не пропадем. Но у нас труд, если говорить о труде, ну тяжелый, он, знаете, когда кажется тяжелым, когда ну, что-то не работает на сайте, например. Вот это очень прям печалит, и вот это тоже точно утяжеляет. Вот. Ну, конечно, бывают моменты, когда, ну вот Япония, допустим, присылает нам ответ, что типа мы вам не дадим патент, при этом не ссылается, особо не ссылается ни на какие там аналоги и так далее. Приходится подавать апелляцию. Конечно, такие моменты, они не очень приятные, но всегда интересно, чем же это закончится. Ну и даже если они умудрятся нам отказать, хотя мы, вы знаете, патент получили и в США даже, да? Даже если они умудрятся нам отказать, то мы все равно найдем способ, чтобы получить патент в Японии. Вот прям я в этом не сомневаюсь. Такой способ мы найдем. Пан Кадж опять пишет напутствие. Продолжайте, у нас обязательно получится. Получится, обязательно. Так, Виктор пишет, что с Вьетнамом. Ну, я уже сказал, что Вьетнам пока молчит, к сожалению. Вот. Но сегодня ребята писали о том, что они предлагают Zoom-сессию в ближайшее время провести. Вот. Есть у них какие-то идеи. Вот. Кстати говоря, ну, неделю назад, дней 5 назад у нас был Zoom. Я имена, к сожалению, не помню. Ну, насколько, как это описать, да? Ну, женщина, в общем, с хорошим административным ресурсом, вот, и хорошим знанием географии и местных муниципальных властей во Вьетнаме. Вот, один из наших инвесторов нас с ней познакомил, я сделал для нее презентацию, ей проект наш очень понравился, она сказала, что она бы очень хотела, чтобы во Вьетнаме этот проект появился, она денежный интерес
у нее там корыстных денежных интересов у нее нет, она просто хочет, чтобы он появился. Ей проект очень нравится, она им впечатлилась, поэтому, возможно, что-то тоже сложится. Так. Стас пишет, искусство маленьких шагов. Ну, уже главное идти, но уже не маленькие. Уже, Стас, у нас уже такое количество полученных даже патентов, что мало кто сможет похвастаться такими достижениями. Вот. Поэтому шаги уже даже не маленькие. И сами видите, что с каждым годом событий, ну даже если новостную ленту полистать, с каждым годом событий их все больше. То есть мы обороты набираем. Так, Андрей пишет, что с островом Елена. Андрей, чуть выше я об этом рассказал. Так, почему убрали макет из Афимола? Ну, на самом деле, видите, мы же всей командой переместились в Дубай, и специально кого-то держать в Афимоле. Ну, провели выставку, подсобрали мнение. То есть нам вот этот очень макет помог с тем, чтобы мы при создании макета для Дубая, вот этого, да, потому что мы наблюдали, что люди понимают, что они не понимают, получали от них обратную связь. Ну и инвестировали люди, действительно было такое, да. Поэтому там аренда не такая уж и дешевая, хотя нам сделали огромную скидку вот, на то, чтобы он там стоял. И кроме всего прочего, у нас был расчет на то, что в Сколково мы поменяем локацию на Сколково. И человек, который проводит экскурсии по Сколково, вот, он нас туда приглашал, очень настойчиво приглашал. Но в последний момент, когда они выяснили, что этот макет нельзя просто так вот, значит, собрать, на пару дней унести и потом вернуть обратно, у нас появилась такая проблема, что нельзя его так перемещать часто. Это достаточно крупный макет, он состоит из нескольких тысяч деталей. Вот, и он не предназначен для того, чтобы его бесконечно разбирать и собирать. И поэтому нам пришлось отказаться от этой идеи. Ну и кроме всего прочего, мы отказались от резидентства Сколково, если вы не знаете. То мы добровольно сами написали письмо, что, знаете, мы решили не продлять сотрудничество. А почему? Да потому что да нету толку никакого. Вот и все. Просто его нет. Только там отчетность, сложности в сдаче отчетности, там она специфическая, там, я не знаю, просто трата времени, к сожалению. К сожалению, трата времени, ребят. Так, Панкат, что, кстати, тему хорошую затрагивает. Когда приедете в Индию? Так, ну на самом деле есть план до конца этого года Индию посетить. Скорее всего, это будет после Ветекса здесь, в Дубае. То есть давайте будем планировать, ну, конец ноября, начало декабря. Вот. Обязательно. Только Индия, она большая, надо понять, в какой город мы поедем. Так, Инвестор Хаб пишет, сообщите нам о статусе строительства нашего первого проекта на Земле. Люди спрашивают меня об этом каждый день. Ну, давайте, я выше об этом говорил. Давайте наберемся чуть-чуть терпения. Давайте лучше вот с вами поговорим об этом на Зуме, на личном Зуме, потому что надо рассказать вам все детали. Я знаю, что вы большое количество инвесторов привлекаете в наш проект, и очень важно, чтобы вы имели ответы на все вопросы, которые у вас возникают. Так, ну вот я вижу здесь вопросы на вьетнамском, также вижу на хинди вопросы. Ну, если в переводе они есть, то окей, я как бы готов. Но так сходу читать хинди или вьетнамский пока не готов. Вопрос от участника, который не смог посетить эфир: почему нельзя просто построить ветряк без каких-либо помещений, чтобы показать, что технология работает? Ну, в том-то все и дело, что ветроэлектростанции, даже ветростанции, они до нашей эры работали. И в том-то все и дело, что мы воздушный поток можем ускорить. Вот.
И для этого нужны нам объекты, которые будут этот самый воздушный поток ускорять. В том-то все и дело, что мы должны установить аэродинамический щит. Это то, что у нас есть в патенте, который, значит, исключит негативное влияние на неработающую лопатку и шум. Он исключает шум, понимаете? Поэтому такой макет у нас есть, но он 1 метр. Но человек так устроен, что если построить 10-метровый объект, он скажет, ну окей, 10 метров работает, а 100 метров как это будет работать, понимаете? Ну, давайте так представим себе, вот, допустим, лодка с веслами на одного пассажира. И вот эта лодка появилась, и еще корабля никто не видел. И ты говоришь всем, ребят, будут такие лодки, которые смогут в себя поместить 1000 человек. Ну, кто в этот момент поверит? Никто же не поверит, скажет, ну как, где ты это возьмешь, а где такие огромные весла, а кто будет двигать эти весла, ну что ты какую-то чепуху придумываешь, понимаете? Ну так люди устроены вокруг нас. Я-то не против хоть завтра начать, но для этого нужны определенные ресурсы. Вот. Определенные ресурсы в чем заключаются? Чтобы местные власти, они хотели, чтобы это было. Почему? Потому что если они этого не будут хотеть, они в процессе работы над этим проектом могут начать чинить какие-то препятствия. Вы нам принесите вот такую справку, что у вас есть вот эта справка, и тут мы можем забуксовать, вложив туда несколько миллионов. Понимаете? Я бы этого не хотел. Мне нужны железобетонные гарантии, что нам выделяют участок, нам дают время. И нам никто мешать не будет. Вот на территорию строительства этого никто зайти не может без специального пропуска, ну я так в кавычках, понятно, без специального пропуска, выданного мной, вот прям так с ними и подписать. Вот просто вот никто не должен мешать. Поэтому вернемся к этой самой лодке с одним пассажиром. Ребят, ну вот сейчас у нас есть прототип, он 1 метр. Есть прямой эфир на этот прототип, можно его видеть постоянно, да, как он работает. Он работает не менее 20 часов в сутки, он постоянно делает работу. В большом здании он еще будет лучше работать, потому что меньшая скорость ветра позволит ему делать работу. Ну, то есть, чем больше парус, тем лучше он будет улавливать этот самый ветер, понимаете? Ну и вот здесь про эту самую лодку. Вот пока они не увидят хотя бы там на 100 человек, да, вот уже лодку, вот они в 1000 точно никогда не поверят. Но когда увидят 100, тогда уже, наверное, поверят в 500. Когда будет на 500, тогда уже поверят на 2500. Ну так человек устроен. Я же не против. Если вы мне дадите уникальный рецепт, как в течение 5 минут убедить любого в том, что это будет и должно существовать, и работать, ну, я готов, конечно, послушать. Так, ну что, ребят, уже у нас эфир час. А на рыбалку с Виталием Дмитрием. Да, Виталий, приветствую. Виталий у нас рыбалку любит. Да, да, Виталий. Ну, Виталий, ну, кстати, возможно, вот, знаете, начнем строить там уже, подружимся с местными так поближе, приедете к нам в гости. Будет возможность познакомить. Ну, познакомим вас, прорекламируем, скажем, что это вот те люди, которые уже многие годы нас поддерживают, и благодаря им мы здесь делаем для вас такую вот хорошую вещь. Поэтому вот, пожалуйста, подружитесь и порыбачьте здесь, в Песчинском заливе. Ну, может быть, вполне случится. Но, во всяком случае, я приглашение на рыбалку получал. Ну, правда, получал без даты. Вот. Но я, честно, не специалист по рыбалке. Особо не торопился. Так, лифт. Мы теперь еще и лифты производим. Да нет, Артем, лифты мы не производим. Это я на том примере, что когда-то такого устройства не было, как лифт. А сегодня почти что нет зданий, которые не используют такое устройство. И ветроэлектростанции, которые у нас в этом здании находятся, тоже со временем будет также использоваться часто как лифт. А лифт нет, не используем.
не производим. Так, мне 33, так охота пожить лет 30 еще при ваших технологиях потрогать, пощупать. Архангел ТВ. Ну, это цель номер один, реализация и тиражирование. Поэтому мы сделаем. Так, и Панкадж, можем ли мы получить какие-нибудь хорошие новости до конца 2023 года? Ну, я считаю, что можем и должны. Должны мы получить хорошие новости до конца 2023 года. Будем стараться. Так, Артем говорит, первый объект будет знаковым и станет хорошим маркетингом. Согласен. Так. Дай бог, чтобы так все было в плане ОАЭ. Так, с моей точки зрения, в африканских странах ветер быстро добьется большого успеха. Многие страны Африки нуждались в электроэнергии. Да, ребят, электрическая энергия и вода для африканского континента – это вопрос номер один. Поэтому один объект увидят, поймут, захотят. Сразу. Так, сначала запуск ветер в одной большой стране, такой как Дубай, США, затем последовательно в больших странах. Да, на самом деле, ребят, вот, допустим, если мы говорим, сейчас будет ли развиваться атомная энергетика? Да, конечно, будет развиваться, но от возобновляемого источника, такого как наш, энергия будет дешевле. Во-первых, у нас потребитель рядом, а от атомной станции до потребителя, может быть, несколько сотен километров нужно проложить еще инфраструктуры. Трансформаторы, провода, где-то это рельеф, где-то это море, океан там и так далее. А у нас потребитель рядом, это вот первое очевидное преимущество. Да? Во-вторых, мы там можем использовать разные типы хранения энергии. Мы можем использовать аккумулятор тепла, можем использовать аккумулятор холода. Можем и тот, и другой использовать. И мы будем вынуждены там использовать литий-ионный аккумулятор для бытовых приборов. Но он не будет огромным, потому что основные потребители – это охлаждение, это нагрев самого здания, вентиляция. Там мы будем вот использовать те источники, о которых я сейчас сказал. Так, Панкадж пишет, потому что в развитых странах мы увидим ветер с большим лицом, в основном страны коррумпированные. Ну, так, с коррупцией пока еще не сталкивался, но понимаете, то есть как это вообще устроено, да, вот политика? Если руководитель того или иного региона или государства, он видит, что соседняя страна живет лучше, а граждане этой страны об этом знают, и они готовы выйти с плакатом на эту тему, ну тогда, конечно, он начинает поиск тех решений, которые позволят ему улучшить качество этой жизни. Ну а если люди не выходят с плакатами, он просто спокойно делает сбор денежных средств в виде налогов, и всех это устраивает, ну тогда он такие решения особо, может быть, и не ищет, и действительно ищет, у кого бы еще за что попросить денежных средств. Ну а если электрическая энергия доступна и она недорогая, то тогда могут существовать производства, тогда у людей нет больших расходов, и, соответственно, себестоимость продукции в таких регионах, она ниже, и она более конкурентоспособна. Поэтому хотят они, не хотят, коррумпированы, не коррумпированы, но они все равно потихонечку все к этому придут. Так. Процесс смены пароля очень сложен. Пожалуйста, сделайте этот процесс возможным, подтвердив его по электронной почте, поскольку эта возможность была доступна в старом.
сайте. Так, ребят, ну здесь в плане безопасности, прежде всего, безопасность ваших кабинетов, поэтому мы хотим сделать как можно удобнее, но мы не должны терять здесь качество по безопасности. Поэтому, да, может быть где-то неудобно, но зато надежно. Поэтому просьба потерпеть. Где-то может что-то там не срабатывать иногда, там интернет плохой, где-то что-то там, у нас обновление какое-то выходит. Ну, пожалуйста, наберитесь терпения. Вот. Безопасность, она, конечно, важнее. Так, ну вот Андрей пишет, что хорошо, что вот один раз в месяц стрим. Да, Андрей, ну один раз в месяц не так много новостей. Вот. Вот. Ну, в принципе, активность есть, поэтому есть о чем поговорить. Так, сейчас я вижу, значит, Денис, решите, пожалуйста, вопрос, чтобы восстановление доступа было по телефону через СМС или по паспорту, то есть сразу два вида, как у банков. Ну, на самом деле у нас через СМС есть, способ такой есть. Вот. Ну и по паспорту. Ну, окей, учтем. Вот. Так, кто приезжал из Израиля? Из Израиля приезжал предприниматель, его имя Иван. Он живет там уже более 20 лет, знает много и многих. Вот. И, скорее всего, в течение ближайших 5 дней мы с ним на территории Израиля встретимся. И если вы знаете мой Инстаграм, вот, а он, где у нас есть, ну просто мою фамилию можно также набрать и найти страничку, то, скорее всего, сторис на эту тему будет, на тему встречи. Вот. Да, так, по поводу сколько пафоса было с этим местом. Ну, может быть, у кого-то и сложится хорошо со Сколково, но у нас мы эффект не почувствовали, ребят, к сожалению. Я, честно, не знаю, есть какой-то стартап, который вырос, который Сколково вырастил. Я даже, честно говоря, не слышал. Но, может, кому-то и помогает, и дай бог, я только за. Так, кто приезжал из Израиля? Ага. Ну вот, прочитал еще раз. Иван, бизнесмен, предприниматель. Небольшой, но знает многих. Так, Панкаш пишет. Отлично, мистер Денис, сессия вопросов и ответов проходит очень хорошо. Он как будто бы понимает русский язык, да? Так, надеюсь, что другие люди также зададут вопросы, чтобы они увидели этот дальновидный и футуристический проект в новом уровне. Да, да. Так, ну что, ребят, уже, наверное, надо нам закругляться. Виталий пишет, повторю вопрос. Первое здание будем строить на краунд-инвестинге. Какая сумма необходима в диапазоне в зависимости от страны? Так, смотрите, Виталий, ну здесь, да, будем строить за свой счет. Значит, если мы говорим о бетоне без технической начинки, то 6 миллионов долларов. Мы говорим сейчас об объекте высотой 156 метров. В наших сторисах проскакивал дизайн этого здания. Вот. Но в ноябре мы представим подробно, что оно из себя будет представлять. Это здание не будет включать в себе жилые или офисные помещения, но вот эти устройства, да, которые у нас будут концентрировать воздушный поток, они не будут только лишь для концентрации воздушного потока. В них будет встроена еще одна технология. Ее мы презентуем в ноябре официально. Вот. И именно о таком объекте мы сейчас ведем речь на территории Дубая. Значит, о бетоне 6 миллионов долларов. Эта сумма абсолютно реальная для того, чтобы ее привлечь. Да, сейчас инвестиций меньше, но, пожалуйста, на эту тему не беспокойтесь. Очень это с нашей стороны было недостатков по работе сайта в основном. Мы переезжали из старого кабинета в новый.
пароли приходили, не приходили, какие-то моменты удачные, неудачные. В течение 2-3 недель это окончательно будет все отполировано, это будет все хорошо работать. И поверьте, с тем, когда мы уже начнем вести трансляции со строительного участка, инвестиций будет более чем достаточно. В этом сомнений никаких нет, на эту тему переживаний никаких нет. Те средства, которые сегодня есть, они нам позволяют нормально вести нашу работу. Таисия, спасибо за добрые пожелания. Так, ребят, ну вот здесь язык даже, наверное, сербский, что ли, какой-то. Я, честно, не могу прочитать его. Панкаш продолжает делать комплименты. Ну, молодец, на самом деле, прям молодец. Так, Денис, проводи в этом месте все время эфир. Тут отличная связь, ну, в общем, без лагов и так далее. Да, ребят, смотрите, почему лаги? Ну, вот Дубай, 5G, но с интернетом здесь, ну, прям проблема. Ну, прям мы уже так устали от этой проблемы. Он здесь безумно дорог и безумно плохого качества, и мы меняем один оператор, второй оператор. Вроде бы на вход хороший поток идет, на выход плохой поток идет. В общем, есть тут проблемы. Есть проблемы почему? Потому что есть монополии, которые называются по-разному, а фактически принадлежат одним и тем же. И эти монополии что-то особо не стараются дать хорошее качество людям. Это общеизвестный факт, к сожалению. Поэтому конкуренция здоровая, она всегда приветствуется, она всегда нужна. Ну что, ребят, вот Артем подсказывает, полно проектов выросло из Сколково, просто многие люди не понимают, как это работает. Ну, возможно. Я только рад, если там кто-то вырос, я только рад на самом деле, Артем. Но у нас почему-то не сложились. Так, сэр, пожалуйста, попробуйте говорить по-английски. Ну, на самом деле, конечно, можно английский освоить, если посвятить этому полгода, ребят, но тогда наш проект немного притормозит в своем развитии. И если мы на весы положим говорить на английском, либо хорошая скорость для развития проекта, я думаю, что большинство инвесторов проголосуют все-таки за скорость развития проекта. Конечно, я понимаю, было бы лучше, если бы вы сразу понимали, о чем я сейчас говорю в эфире. Но, пожалуйста, подождите 5-6 дней, и будут переводы на, по-моему, 12 языков. И тогда вы сможете все понять. В общем, Виталий пишет: спасибо за эфир, успехов, мы с вами. Сегодня трансляция без воев, все хорошо, отлично. Денис, последнее предложение: следи за новостями из РФ, ибо порой президент прямо в студии выслушивает юных изобретателей. Да, Андрей, смотрите, на самом деле, к сожалению, это по телевизору так, по телевизору. Пока это, к сожалению, только лишь по телевизору, потому что даже на Восточном экономическом форуме, где посетило его больше 15 тысяч человек из разных стран, с руководителем нашей страны встретилось, ну, человек, может быть, 150 или 200. Поэтому по телевизору одно, а в реальной жизни чуть-чуть по-другому, к сожалению. Я надеюсь, что будет ситуация во всех этих смыслах меняться к лучшему. Поэтому, друзья, будем дружить, будем... Вот Дарья пишет вопрос на английском. Нет, пишет на русском. Это имя на английском. Когда начнутся строительные работы по проекту? Ну, я выше немного ответил на этот вопрос. Поэтому, ребят, спасибо сегодня за ваше внимание, за ваше время. До новой встречи через месяц. Всем пока.